Всем привет! Это видео для комрада из далекой Бразилии, где живет много-много диких обезьян. Если я правильно понял, парень вчера у меня поинтересовался, как можно на аналогичном приборе MD3010 китайском вынести встроенные потенциометры на корпус. Его интересует именно распайка, я так понимаю, чтобы не ошибиться. В принципе, по-моему, там все просто, но дам немножко теории. Есть вот такие на плате. Вот они на плате. Находятся вот такие переменные резисторы. Я, к сожалению, металлоискатель сегодня с собой не взял на работу, но не беда, фотки в интернете есть. Вот, соответственно, это первый резистор, второй, третий и четвертый. Эти отвечают за pinpoint, эти отвечают за дискриминацию. Первый даже, у меня такое ощущение, что отвечает немножко за баланс грунта. И говорится, что он здесь прошитый, но насколько я понял из своего опыта, реально, короче, если есть помехи от грунта, вот эта штука помогает. Но на феррит все равно не работает.Ладно, отклонился от темы. В общем, на плате стоят потенциометры типа триподы, аналогичные вот этому. Оригинальные я уже куда-то выкинул. Вот. Их надо выпаять и впаять потенциометры. Ну, не совсем хороший пример. Вот такие. Ну или что-то похожее. Чтобы не запутаться в контактах, нарисуем это так. Вообще потенциометр на схеме изображается как резистор с движком. Вот. Можно условно пронумеровать эти контакты как 1, 2 и 3. Для встроенного трипода эти контакты будут приблизительно соответствовать следующему виду. Вот это будет 1, вот это 3, прошу прощения, вот это 2. Вот. Для такого еще проще. Здесь они все идут по порядку. 1, 2, 3. Соответственно, никакой сложности при впайке я не вижу. Вот. Если брать схему, то здесь, например, вот на RV4 контакты будут нумероваться так. Вот это вот первый, вот это вот второй, он отдельно стоит, и вот это вот третий. Соответственно, здесь, ну, на самом деле плохо видно. Ладно, подождите, посмотрим. Да, видно. Вот это вот будет второй. Вот это вот будет первый. Вот это вот будет третий. Вот. Ну и аналогично тут. Вот. Впаиваем, собственно, по нумерации. Ничего сложного нет. Единственное, что хочу сказать, предостеречь человека от лишних проблем. Но на печатной плате эти триподы существующие впаяны таким образом. Это металлизированное отверстие. Вот. Трипод заходит ножкой сюда. И, соответственно, это вот все припой. У меня не было полуотсоса, вот, поэтому выпаивал я просто обычным нагревом, выдирал. В результате получил отверстия, залитые припоем. Вот, я выдал. Не стал впаивать, чтобы не перегреть плату, рядом стоящие компоненты. Не стал впаивать я таким образом
провода монтажные. Вот тут провод. Я, короче, от этого дела отказался и сделал элементарно вот такую вещь. Вот он провод. Я просто напаял его сверху, положил чуть побольше припоев. В принципе, держится надежно. Вот. Но единственное, что монтажные проводки здесь используем многожильные, но они очень тоненькие и очень легко обрываются. Причем при монтаже самой платы есть риск, что оторвутся кабели, присоединяющие катушку, кабели питания, например, где-то там может выдернуться, или аудиокабель. То есть нужно постоянно смотреть, и если видно, что есть какие-то косяки мелкие, уже там начинают торчать волоски, лучше перепаять сразу понадежней. Вот, потому что эти кабели отлетали у меня в процессе экспериментов с прибором раз 5. Вот. Ну и в принципе все. Надеюсь, я помог, потому что переводил я вопрос Google переводчиком на всякий случай, чтобы убедиться, что я правильно понял. Ну, мне кажется, правильно. Вот, поэтому рад был быть полезным. Всем спасибо, всем пока.